Гималаи. Высочайшая горная система планеты. Охота в этих горах непредсказуема. Здесь даже самый подготовленный охотник может остаться без добычи. Трофейный охотник Сергей Мазуркевич отправляется в Непал. Обычно этот маршрут горные охотники проходят за 2 дня. Здесь, на головокружительной высоте, его целью станут голубой баран и гималайский тар. Голубой баран и тар. Охотник хороший. Охотника ожидает самая экстремальная экспедиция в его жизни, Даже нет сил посчитай, сколько мы сегодня прошли. на успешную реализацию которой у него всего 7 дней. Блин, погоду мы же сделать не можем, правильно? Выдвинулись 1,5 часа, бегом бежали практически сюда, на эту точку. Редко когда такое бывает. Когда болит каждая частичка тела. Yes, we did great job, yes. Мы это сделали, ура! Трофейная охота в Непале. За организацию этой экспедиции взялся Максим Воробьев. Опытнейший аутфитер, организующий охоты как в России, так и за рубежом. В Непале проводником выступит местный аутфитер Амрит. Thank you very much. Вместе с Максимом они спланируют и организуют эту охоту. Чтобы добраться до Непала из Екатеринбурга, предстоит совершить 3 рейса. Из Екатеринбурга команда выдвигается в Москву. Из Москвы охотники отправляются в Доху, столицу государства Катар. И уже оттуда команда добирается до Катманду, исторического центра горной страны. На немецком нету. Прибыли в Непал. 2 часа понадобилось на таможню, прохождение. Так как таможня работает до 17 часов, оружие не выдали. Задержка оружия на таможне не входила в планы экспедиции. Уже сегодня охотники должны были вылететь в горы. Амрит заверил, что завтра оружие обязательно будет растаможено. Завтра в 9 утра приедем, будем получать оружие, и потом только на вертолетную площадку. А пока сейчас двигаемся в сторону отеля. Индийский автопром. Джип. Довольно вместимый. Зато теперь у команды есть время осмотреть город и ознакомиться с местным образом жизни. Вчера был Новый год непальский. Празднуют этот праздник. Так, что тут у меня специально ходит. А у меня только что чуть не вынули кошелек. $200. Недорого. $15. На улицах Непала можно наблюдать огромное количество туристов. Многие едут сюда за незабываемым трекингом. Таких живописных гор, как в Непале, нет больше нигде. Сами непальцы шутят, что теперь в стране распространены 3 основные We религии. have 3 main religions. First one is Hinduism, second one is Buddhism, and third one is tourism. Спасибо. Пашупатинатх – крупнейший храмовый комплекс индуизма. Считается самым важным в мире святым храмом Шивы. Каждый день к храму сходятся тысячи паломников со всего мира. Здесь проводят погребальные церемонии. Считается, что правильное исполнение ритуала способствует хорошему перерождению в следующей реинкарнации. После сожжения прах пускают вниз по реке. На следующее утро охотник успешно зарегистрировал и забрал свою винтовку. 1,5 часа кипа вот таких бумаг заполнили. Писали все, что возможно.
график сбивается. Из-за того, что утром получали оружие, потом согласовывали это в администрации, пока по пробкам проехали час туда, час обратно. Получили паспорт на оружие. Да, отпечаток пальца. Самое интересное, что правой рукой надо здесь было, а левой сюда. Плюс, я так понимаю, здесь никто сильно особо не торопится. Все размеренно, спокойно. По этой причине и закладывают на охоту. Недели 2 на Непал минимум. Прошли все процедуры уже регистрации. Перед посадкой в вертолет всех членов экспедиции и багаж тщательно взвешивают. 98. Наверное, 22. Будем пролетать Анапурну до Лаугири, 8000-ники. И вот где-то в этом месте будем садиться. Сейчас погрузят все вещи. Не вплотную уже под завязку по нормам килограммов. Это не Ми-8. Приходится вот сидушки убирать, как-то укладывать багаж. 1,5 месяца назад этот вертолет из Сингапура пригнали. Всего 100 часов налета на нем. Супер новый, Airbus. What's the cost about 5 million? No, 2.5. 2.5 US? 2,5 миллиона. Время. В субботу вылетели. Сегодня уже понедельник. 2 час. Пока долетим, это будет уже 3 часа. Я боюсь, что мы сегодня в лагерь не попадем. В первый, где мы планируем охотиться на Таро. По плану было, что мы сегодня рано утром вылетим. И после обеда на вечернюю охоту успеем на Таро. Завтра будем передвигаться на барана. Наконец, команда выдвигается в горы. Охота в Гималаях считается одной из сложнейших горных охот. Обычно на подобную экспедицию закладывают не менее 2 недель. Из-за неотложных деловых вопросов Сергей уже 2 раза переносил эту охоту. В итоге на экспедицию удалось выделить всего 7 дней. Большая часть этого времени уйдет на дорогу, а на добычу трофеев останется всего 2-3 дня. Если дальше все пойдет по плану, охотнику должно хватить запланированного времени. Пока вертолет находился в воздухе, над Непалом сгущались тучи. Пролетая над городом Покхара, пилот начал снижаться. Полпути пролетели. 50 минут ровно. Погода. 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 I know. No. This helicopter will, is Yeah, for you understand. only, so we do nothing. Погоды нету, куда летим. Ждем сейчас здесь. А? Организовано. Да все хорошо. Где погода? Погоду, ну, блин, как... It's most of the time the weather is good only in the morning and in the mountains around there. In the afternoon there is a lot of clouds and thunderstorms. But we cannot just go. Over there is only far good, but the route, everything is not good. Сложный путь. 2 раза переносили поездку. Не угадать с этой погодой. Вынужденная остановка. Пойдем сейчас устроимся в отель. Зараз с утра 6:30. Путь дальше. Осталось долететь минут 40. Пообедав, заселились в ближайший отель. Ужин плавает наш. Поселились в отеле Шенгри-Ла напротив горы Анапурна. Анапурна считается самым опасным 8000-ником мира. По статистике, каждый 3-й альпинист, пытавшийся ее покорить, не вернулся назад. Из окон отеля открывается прекрасный вид на этот массив. В его предгорье предстоит охота. Ой-ой-ой. Классный какой.
Это все шерпы. Мы для них так же интересны, как они для нас. Мы вас приветствуем. На этом этапе к команде присоединяется 19 новых участников. Большинство из них чистокровные шерпы. Каждый внесет свой вклад в успех этой экспедиции. Носильщики занимаются транспортировкой груза, повара готовят еду и следят за лагерем, а проводники помогают в поисках трофеев. Take a tea or coffee, something like this, then we just push for today as much as we can. Сегодня бы неплохо подойти к тарам, хотя бы найти их. А может, и удастся на вечерке их посмотреть, увидеть. И, может быть, даже чем черт не шутит. Еще 3 проводника находятся сейчас в районе охоты. По словам Амрита, они выследили интересную группу таров, но сейчас никакой связи с ними нет. Шерпы широко известны способностями к альпинизму и отличным знанием высокогорной местности. Этот народ внес неоценимый вклад в исследование Гималаев. Благодаря их выносливости и квалификации в горных восхождениях они высоко ценятся в международном сообществе альпинистов и скалолазов. Шерпов и тибетцев объединяют общие высокогорные гены. Предполагается, что у них есть наследственная высотная адаптация, включающая в себя уникальные гемоглобиносвязывающие энзимы и удвоенное образование окиси азота. Иными словами, они отлично чувствуют себя в условиях разряженного воздуха. Вертолет вернется на эту точку только по завершению охоты. Пеший маршрут до ареала обитания составит около 18 километров. Чтобы оставаться в графике, этот двухдневный маршрут команда должна преодолеть за день. Ему сумки моей мало, он все, смотри, наложил туда. Сергей, какие ботинки лучше на горной охоте использовать? Шлепанцы. Спустимся вниз немного и за то ущелье пройдем. Нам сегодня максимально нужно пройти, чтобы как можно ближе подойти уже к району охоты. Потому что там, где вертолет обычно приземляется, там, конечно, ничего нету. Это более низкие высоты, там 3000 метров, а в скалы уже он нас забросить никаким образом не может. А там уже сидят ребята, ждут нас в этом месте. Ну, они нам уже там выпасли, по крайней мере, таров, покажут, где они есть. Дальше опять вниз, опять вверх. И так всю дорогу. Сколько раз, неизвестно. Но когда-нибудь остановимся. Довольно комфортно на 3000. Дышится хорошо, видать, зеленки много, кислорода много. Все-таки в Непале зеленка растет до 3500, в отличие от Кавказа или других гор, где, соответственно, на 3000 уже ощущаешь высоту. Пока цель у нас Тар, двигаемся от вертолетной площадки до первого лагеря. Пройдя треть пути, команда делает небольшой привал. Мы остановились на ланч, заодно воспользуемся временем, проверим карабин на 300 метров, самое оптимально, чтобы понимать баллистику. В эту экспедицию Сергей взял свою верную высокоточную винтовку. Это существенно повысит шанс добычи зверя первым выстрелом. 300 метров. Сделал корректировку полминуты ниже, как Екатеринбург. Оказалось, сделать не надо. Но, по крайней мере, я теперь понимаю, как работает здесь карабин в этих горах. Думаем, справимся. Теплый апельсиновый сок. Такая идея хорошая. Сок разогревать, когда ты в горах. Не холодным пить что-то такое, да, там после того, как ты разгорячился. Витамины и теплый сок. О, чили. Пообедав и передохнув, команда выдвигается дальше. Шерпы демонстрировали просто нечеловеческую выносливость.
Некоторые из них несли на своих плечах груз, равный собственному весу. Часто люди говорят, что как-то настроение плохое, жизнь не удалась. Я считаю, что вам сильно повезло, что вы не родились шерпами. Посмотрите их труд. Они килограмм 50 максимум весом и несут килограмм 40 на себе. Вверх-вниз, вверх-вниз. Он несет 40-50 килограмм. Я 50 килограмм пронести не смогу, это однозначно. Насколько вот выносливый человек, живущий в Непале, может преодолевать такие высоты с такой нагрузкой. 5 часов, 10,5 километров прошли, еще метров 500. Шерпы говорят, что вот за этим ущельем уже будет площадка для лагеря. И там ареал обитания Тара, а баран должен быть выше. Световой день близился к концу. К сожалению, сегодня команда не успеет дойти до запланированного места. Впереди предстоит еще один крутой каменистый подъем. Охотники останавливаются на ночлег в узком живописном ущелье. За 8 часов команда преодолела 13 километров и совершила подъем на 900 метров. Фантастика. Получается, мы на самом деле прошли где-то 13,5 километров. А когда охотиться пойдем? Ну, пойдем хотя бы разведку сделаем. Завтра. Охотники принимают решение выдвинуться рано утром, сразу на поиски трофея. Наши вещи мы запаковываем их все. Они, палатки они сами, да, соберут. Вполне реально, что тара стрельнем, а потом сразу барана. Есть хорошая пословица, очень мудрая. Торопиться надо медленно. Торопиться надо медленно, правильно. Подъем был глубокой ночью. Позавтракав, охотники начали восхождение. Вышли где-то в 3:30 в темноте с фонариками. Был подъем 350 метров. Довольно тяжелый по камням, но уже рассвело. Осталось метров 200 пройти ущелье, где будем уже наблюдать Таров. Тяжелый подъем, потому что уже 3000 высота. Теперь, когда команда находится в ареале обитания Таров, необходимо найти 3 шерпов, отправленных сюда несколько дней назад. Долгое время рация молчала, и все же после многочисленных попыток с ними удалось выйти на связь. 3 шерпа находились на склоне. Они наблюдали за группой из 4 гималайских таров. Гималайский тар. Будучи близким родственником дикого козла, он прекрасно приспособлен к жизни на крутых склонах гималайских гор. Часто тары забираются на высоту от 4 до 5000 метров. Внешний вид гималайских таров зависит от времени года. Зимой их мех темный и густой, а шеи и плечи покрывает роскошная грива, спускающаяся до самой земли. С наступлением весны гималайские тары активно линяют и меняют окраску на более светлую. И у самцов и у самок имеются плоские, изогнутые назад рога. Рога самцов могут достигать длину 45 сантиметров. Живут гималайские тары обычно маленькими группами от 20 до 40 особей. Продолжительность жизни животного составляет 10-14 лет. Тары, похоже, были чем-то обеспокоены. Дистанция была около 500 метров, и охотник решил воспользоваться шансом. Тем не менее, он опоздал. Пока Сергей поднимался и занимал позицию для стрельбы, случилось то, чего никто не мог ожидать. Его опередил другой охотник. We are a little bit late. Скорее всего, чуткие животные услышали приближающегося хищника. Леопард остался без добычи. Несколько секунд он оставался на месте, наблюдая за убегающими тарами, а потом ушел вслед за ними. Оказалось, что тут же неподалеку находился еще один тар. It's a big bone. Несколько минут назад он зашел за скалу и лег.
Сейчас с этой позиции увидеть его было нельзя, но проводники утверждали, что он там, и нужно ждать, когда он появится. Дистанция 311 метров. Угол наклона плюс 17. Карабин настроил. Дерево сориентировался 311 метров. Время 9:50. Лег он после утренней жировки. Но в любом случае сейчас ждем его. До вечера будем сидеть. Температура воздуха падала. Сначала горы заволокло туманом, а затем с неба посыпался град. Из комментариев. Погода изменилась. Облака опускаются. Туманчик набежал. Иногда помогает, иногда наоборот мешает. Всегда по-разному в горах. Непредсказуемо. Ничего не сделаешь. Продует ничего, нормально. Охота будет хорошая. Три часа спустя стало ясно, что Тар залег в укрытии всерьез и надолго. Чтобы спугнуть его с насиженного места, охотники отправляют наверх проводника. Он скидывает вниз огромный камень. План срабатывает. Где он? Уже на скалах, вниз идет. Вниз на скалах. Происходит промах. Сколько метров? Где он? Тару удается уйти. Не успел. Я потерял, он вниз побежал, потерял его. Вниз по скалам пошел. Не попалось, попал, видно было. Сегодня оба охотника остались без добычи. Команда отправилась в лагерь. Сегодня шерпы перебросили его в новое место. Знаешь, даже нет сил посчитать, сколько мы сегодня прошли. Вот реально. Сбился что-то даже. Утром охотники выйдут на поиски голубого барана. Пятый день экспедиции, второй день чистой охоты. Сейчас мы выдвинулись в противоположное ущелье. Смотрим по распадкам, ищем барана. В основном цель сегодня барана взять. На 4200 поднялись. На рация Игорь наш охотник видел 3 баранов. Сейчас пытаемся обойти, но туман на нас накрыл. Не одно, да другое. Голубой баран или бхарал. Этот вид обитает в высокой части Гималаев на территории Непала, Китая, Пакистана и Индии. Цвет его шерсти колеблется в палитре от серовато-коричневого до сланцево-голубого. Эта окраска хорошо сочетается с синими сланцевыми породами и коричневыми травами открытых склонов. Камуфляж барана позволяет ему притаиться во время приближения хищника и оставаться незамеченным. Массивные рога самцов достигают длины 80 сантиметров. Этих баранов можно обнаружить на высотах от 1200 до 5000 метров. Продолжительность жизни животного составляет от 11 до 15 лет. Этот срок существенно снижают хищники, преимущественно волки и леопарды. Бараны лежали на заснеженном склоне.
Дистанция до них составляла 600 метров, но разглядеть неподвижных животных в плотном тумане было невозможно. 4260. Охотники приняли решение занять более выгодную позицию. Они стали подниматься выше. Каждый шаг в условиях разряженного воздуха давался с трудом. Видимость падала. Длительное ожидание не дало никаких результатов. Вместе с погодой ухудшались и настроения в коллективе. Ну, погоды нет, погоду мы же сделать не можем, правильно? Завтра надо смотреть прогноз, когда будет завтра погода. Ну, что сейчас это самое? Эти сегодня видели, там таров опять. Было принято решение вернуться в лагерь. Во время спуска один из егерей обнаружил группу баранов. Несколько самцов паслись на небольшой поляне в окружении самок и ягнят. Оценив трофейное качество, проводник дал добро на добычу самого крупного самца из группы. Этот замерился своей этой лейкой. Так, туман пришел, чуть-чуть подожди. Дистанция составляла 293 метра. Угол наклона минус 18 градусов. Ну, считай угол, Серега. Я угол считаю. Да, точно. Есть. Good. Okay. All right. Very good. Very good. At the end. Сережа. Бегом за таром. За таром бегом. 93 метра. Угол наклона минус 18 градусов. Одним выстрелом положу. Все великолепно, ребята, вывели. Все, я уж не верю, но у нас такой вот марафон. Задача стояла для Максима 2 дня. 2 дня, я ему давал 2 дня. Все. Ругался на него вчера, сегодня где пора. Уже и снег идет, и дождь, туман, все. Невероятно. Молодец. Класс. Nervous for everybody. Me, I was a little bit. Вот. Good job done, huh? It's big, huh? Very big. Finally, we have done blue sheep. Thank you very much. Было молодняка много, различных самок, ягнят. И вот единственный такой экземпляр, который представлял для нас интерес, не стал ждать, когда повернется боком, решил стрелять, потому что дистанция была близкая. Ровно попадание в шею, выход из-под лопатки. На месте же был поражен. Мы развеяли миф о том, что в Непал надо ехать на 2 недели, чтобы взять голубого барана. 1 день, более того, 7 часов. Благодаря Максиму, который сдержал свое слово и сказал: 1 дня на барана хватит, полетели. 2 раза переносил поездку, говорю, нет времени 10 дней. Это ж 1 дня хватит. Это ж неспроста. И кто подумает, что у каждого так получится, ничего подобного. Человек, который так ходит по горам, так стреляет, ну, таких охотников надо поискать, короче, ребята. Так что миф мы развеяли, но все остальные, пожалуйста, не надейтесь даже. Это неудача, это тяжелый, тяжкий труд. И все это ногами, потом и умением, тренировками. Ну да, с 3300 мы забежали на 4300, буквально часика за 2,5. Спустились, выстрелили. Конечно, но в любом случае, как бы ты ни стрелял, как бы ты ни ходил, если не было бы той организации, которую мы здесь ощущаем и видим, то и не было бы этого барана перед вами. Ура, спасибо.
Спасибо большое. Возьмем генный материал для науки. Голубой баран добыт. Но охота еще не закончена. Теперь необходимо сосредоточиться на поиске гималайского тара. Тем временем шерпы не перестают удивлять. Тушу барана весом более 70 килограммов они несут в лагерь целиком. Недалеко от места вчерашней охоты шерпами снова замечен одинокий тар. Давай за таром, чтобы завтра уже не оставлять. После небольшого отдыха охотники отправляются в путь. За следующие 1,5 часа они преодолели цепь опасных каменистых подъемов. Когда мы подошли в направлении за таром, я не поверил, что я буду подниматься на ту вершину. Как мы поднимались, карабкивались, честно говоря, это сложно описать. Это восхождение было самым экстремальным. Чтобы успевать за егерями, карабин все-таки отдал. И в этом случае я, в принципе, вровень с ними двигался, не отставая. Вот этот день. Выдвинулись 1,5 часа, бегом бежали практически сюда, на эту точку. Команда остановилась на краю крутого обрыва. Внизу находился трофейный тар. Дистанция составляла 309 метров. Сергей устроился на самом краю скалы. Проводники находились рядом и подстраховывали охотника и оператора. Несмотря на попадание, тар начал уходить. Охотник совершил второй выстрел. Наконец, третьей пулей убегающего тара удалось свалить. Все-таки сложилось так, как должно было сложиться. И та задача, которая была поставлена, выполнена. За один день! Голубой баран и тар! За один день! Я первый попал, он побежал. Такой мощный. Вот этот день. 1800 где-то поднялись сегодня за день. Сергей done great job. He walked a lot. К сожалению, из-за экстремальных условий фатальное попадание не удалось заснять. Выносливое животное упало только после 3-го выстрела. Просто супер, молодец. Обещал, что будет в 2 дня. Yeah, thank you very much. Yes, we did great job. Yes. Still, Sergey wanted to talk to you. Я тебя тоже поздравляю. Послезавтра вечером вылет. Трофей удастся увидеть только на следующий день. Из-за опасного и сложного рельефа за ним были отправлены опытные шерпы. Спустив его вниз, они заночевали на тропе, ведущей к месту посадки вертолета. Утром команда собрала базовый лагерь и направилась к ним. Был подъем, 7 завтрак, 2 часа сборы, 9 часов утра вышли. Тар был взят, 14 лет тару, великолепный трофей. Это первый выстрел был попадание сюда. Но пуля не остановила, он бежал, потом он бежал вниз. Второй выстрел был промах, и уже 3-м выстрелом он был остановлен прямо в глаз. Хотели принести в лагерь, но так как уже была глубокая ночь, решили оставить здесь. Один егерь остался ночевать, чтобы дикие звери как бы не разорвали его. Вот именно в этом месте все происходило. И вот где верхний куст, вон там он находился. Потом он побежал к стене, и уже у стены 3-м выстрелом в голову попал ему. До обеда был баран, после обеда был тар. Благодаря великолепной организации Максима, Спасибо. Его компании, нашей встречающей стороны, Амрида, все прошло великолепно. Охота завершена. И впереди долгий путь домой. Чтобы успеть на утренний вертолет, к ночи необходимо добраться до лагеря шерпов. Обычно этот маршрут горные охотники проходят за 2 дня. То есть и в ту сторону, и обратно. Мы двигались практически без остановки. То есть один раз мы остановились на минут на 40, пообедали на промежуточном лагере. Только у горного охотника есть возможность отведать свежего горного голубого барана в Непале. Обратно мы с базового лагеря прибыли в лагерь, где вертолетная площадка, за 10 часов. То есть преодолели 18 километров. Всего поднялись 2610 метров, а спустились 2820. И это все за 10 часов. Такой фан, редко когда такое бывает. Когда болит каждая частичка твоего тела. Быстрая очень охота прошла.
и красиво, и добыты 2 красивейших трофея. Эмоции переполняют, поэтому вся эта боль, она вся не важна. Она только дополняет как такой багаж удовлетворенности. Мы это сделали. Ура! Вертолет загрузили под завязку. Мясо тара и барана Амрит забрал с собой, несмотря на замечание пилота о возможном перегрузе. Хвала великому Будде, что в этот раз все обошлось. В следующих фильмах вас ожидают еще более захватывающие охоты в горах Ирана, Пакистана, Монголии и многих других удивительных высотах мира.